Я всегда думаю, что наиболее омерзительно. Школьники с бумбоксами, выпуски Дома 2, 1% зарядки, герпес, пробки, может быть философствующий стриптизерши? Нет, я выберу перерыв чемпионата Англии на матче сборных. Это как вязать свитер за час до апокалипсиса. В общем, все мы в предвкушении матча с Астон Виллой. Давайте узнаем, что происходило в мире за это время. Поехали. Начнем с хороших новостей. Михаэль Шумахер вышел из 6-летней комы. Он ожил. Видимо, даже ему захотелось посмотреть, как молотки возьмут АПЛ в этом году. Ладно, все прожались, хорош. Давайте разбирать матчи сборных. Англия-Косово, то есть Англия со сборной Сербской области. 91% точных передач, 5 из 6 успешных лонгболов, 4 отбора, 1 заблокированный удар, 3 перехвата, 2 из 3 выигранных единоборства. Но первая же ошибка Райса, и сразу потекли сопли ненавистников. Косово – сенсация отборочного турнира, и сенсация продолжается на первой же минуте. Все кричат про эту передачу под Беришу. Блять, но она получилась из-за кривого паса гребаного Баркли. Ладно, проехали. Haters gonna hate. Come on, you irons. We get in early, we train hard, and then we prepare ourselves for games on the weekends. If we was going to start off the week, it would be tough. Диангану вызвали в молодежную сборную Англии. Грейди так впечатлил в аренде у Дроздов, что его попросту не могли не вызвать. 2 гола за 3 минуты в первом же выходе на замену против Лутона. Красавчик. Кстати, тот матч они выиграли 2-1, и сейчас Вестбром идет 4-м в чемпионшипе. Вполне себе многообещающее начало для старины Билича. Калин дебютировал за основную сборную Ирландии и сразу же стал игроком матча в игре против болгар. Obviously, had your man of match performance there. Yeah, we found out on Sunday in training what the team was, so I was just looking forward to it. Obviously, it's a dream come true. That's what you grow up dreaming, to play for your country, and to be able to fulfil that tonight. Yeah, I was buzzing for the last couple of days and was just looking forward to it, and I really enjoyed it. Примечательно, что гол забил Джеймс Коллинс, но это не наш лысой, тот застрял в Уэльсе. Что ж, остается только радоваться. После ухода Маркуши наш центр четко будет забетонирован молодежью. Бетономешалка мешает бетон. Бетономешалка мешает бетон. Калин, Дианг, Холланд. Последний, кстати, забил победный в игре против Валенсии Б. А вы пишите в комментариях, кого из молодежки вы хотите видеть в основе прямо сейчас. Фабьяныч, наша любимая Антикурова, встретилась с Крысаутовичем. 21 удар от сборной Австрии, но наш поляк выстоял и выдал сухарь, став игроком матча. Польша до предыдущего тура оставалась единственной командой в отборе, которая вообще не пропускала голов. Австрийцы начали очень плохо отборочный турнир. Вообще все подумали, что Франко в ходу. И эта встреча, как мы видим, подтверждает этот тезис. Марк Арнаутович, который уехал играть в Китай, играет он за клуб Шанхай Сип. Я вижу гигантскую крысу прямо за вами. Вышел рейтинг FIFA. Каждый сентябрь интернет разрывается от эмоций, которые нам дарят канадцы. Они неисправимы. VA явно смотрит хоккей, а советы по статистике получают напрямую от глорихаттеров. Аллер в антракте был одним из лучших нападающих Европы в прошлом сезоне. Хименес, к слову, тоже нехило феерил в АПЛ вместе с волками. Но в итоге 83 у одного и 80 у другого. А удар Дианганы 48! 48! Блять, вы серьезно? Как минимум это пиздец как странно. И еще большой вопрос. Как шутинг у Пулишича может быть всего лишь 68, когда он американец? О, шутка про школы, словом Гаса Ван Сента. Ладно, проехали. Счастливая попа начала топить за молотков. Это не ошибка в анонсе? Вроде нет. В общем, некая итальянская дива, приносящая удачу, налепила нашу тишотку, когда была в Лондоне со своим ухажером. Как же заебали эти шпагоглотательницы. Все как одна не могут пройти мимо молотков. С такими темпами синдром Мии Халифы захватит всю порноиндустрию. Кто-нибудь скажите им, что Вудман играет за Ньюкасл и зовут его не Пьер, а Фредерик. Или предлагаю раздать абонементы Арсенала каждой глубокой глорке и закрыть уже эту тему. Чичаритон, таратарампам. Чичи ушел в Севилью в последние дни трансферного окна. Да, немного жаль, с учетом того, что в нападении, кроме Аллера, у нас только Айети, травмированный Ксанде и большая пачка нихуя никого.
Но представляю, как расстроен и как рвет на себе волосы вот этот парень. Интересно, ему кто-то уже сказал. История такая. Пару лет назад, когда переход Гуакамолита к нам был маловероятным, один из наших фанатов ляпнул в Твиттере, что набьет флаг Мексики прямо на своей заднице. Если это, разумеется, поможет его подписанию. В итоге ретвитов и лайков было настолько много, что малой Салливан, сын нашего президента, не Путина, решил лично оплатить этому чуваку его татуировку. Дадим минуту молчания и представим, какой спектр эмоций испытывает этот чувак прямо сейчас после ухода Чичи. В рекламе бани он теперь точно не снимется. И чё, широкий, и проще ходить. Ученые израсходовали не одну бутылку виски и 1000 цистерн смекалки, но все же придумали сетку, которая спасает защитников от Филиппа Андерсона. Он не Ганс Христиан, но прокинет между ног даже русалки. Рус, Алки, привет, Дерипаски. Матч молодежки с Ньюпортом. Основа не так давно выиграла 2-0, как все мы помним, а юнцы выдали дикий камбэк 5-4, при том, что ребята летели 4-1. Надеюсь, все видели матч, а те, кто не видел, можете насладиться по ссылочке. Кстати, ребят с победой поздравил даже Тони Мартинес. Жаль, что сам у нас не заиграл. Лучший защитник из 5 евродивизионов по результатам 4-го тура. Похоже, что король Артур так круто отметил победу над Норвичем, что путает щет и щит. Передавай привет друзьям болельщицы Вест Хэма. Видео обязательное к просмотру. The shitheads. Shitheads. It's a group. It's me and my Okay. friends. Hello to shitheads. No, not shitheads. 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 I don't understand shithead. What is this? Shitheads. No shed. Shed. Shades. It's the same. Shithead. It's the same. What I'm saying. This No, what I'm saying. no. Really? You're winding me up. No, no. I'm being serious. No, Give no, me. it's shitheads. Shed. Shades. Shed. S-H-E-D. Ah, shades. Shed. Okay, shades. As in a garden shed. Okay. Hello to the shitheads. Hello to the shadeheads. Thank You're you. welcome. Slowly I get going, and when she sleeps, she hears the blues, sees shades of black and white. Иногда девушки кладут вовсе не лечебные, а настоящие футбольные банки. Одну из таких мы смогли увидеть в матче женской сборной Англии по футболу. Fires it into Paris, and Stanway, oh! What a tremendous goal! Georgia Stanway can barely believe it herself! Я вот вообще не сексист, самое время подключать девушек к футболу. Солнце, помой полы, там свари борщ, барин изволит явствовать после съемок. Чего? Сколько будет трижды 3? 9. Неверно. Да, Пенелопа. Гендерное равенство. Молодец, Пенелопа. Ребята, пока я буду делать извинительный массаж, оставляю вас с Алишей Лиман. Все же футбол, вот это поворот, и женщины это совместимо. It's a really good feeling that I stay here, and yeah, I'm really happy to be here. And this team is how a family for me, I think, a little bit, because I would to speak with all of them, and that's why I'm so happy here. Yeah. In the first few months, it was like a little bit hard with the language, and like it's so different to play, like different from here to Switzerland in the games. First, when I came, like I didn't thought like I would score like many goals, or like I didn't thought about this. But now, like I'm really happy that I could score. Hopefully, I will score more and more in the future for West Ham. We need to like put the level like really high, because I think it's really important, and we play against Reading the semi-final, and I think it's really important to like manage this game and to play really well, that we can go in the final. До нашего лютого дерби еще долго, но мы уже получили эксклюзивные кадры тренировки Тоттенхэма. Смотрим. Футбольчик
мальчики походят на качков. Игра в ножички плавно переходит на улицу. Чё сутулишься? Трапеция норма, отработал в спарринге с братаном. С довольным лицом, ну и что помят малость. Молодость не старость, кулаки подкованы немалым стажем. Что скажешь? Эти люди короли всех клубов и баров, я знаю. Встать в ряд рядом с братом и ни шагу назад. Русские бригады как бампер таранит оппонента. Жизнь кинолента, даже если менты. Жила кровь красно-белой породы. Пока был перерыв на сборные, мы создали новый драфт без игроков в топ-6. Чисто команды, которые состоят из игроков-андердогов. Почти что таких. Кстати, пока копался в статистике и прочих XG, я обнаружил забавный факт. Из 513 футболистов в фэнтези за 4 тура только у Бальбуины минус в графе очков. Настоящий генерал, почти что Дзюбинья. И другая щепотка забавной статистики. За последние 6 лет у Адама Джонсона 11 голевых передач, у Джесси Лингарда 10. Но последние 3 года Джонсон сидел в тюрьме по обвинению в педофилии. Shit happens. Канте вообще не оправдывает свою фамилию. В отличие от прочих Кантвеллов, этот черныш по милоте обойдет самых рейтинговых котиков с YouTube. На днях болельщик Челси пригласил его на свадьбу своей дочери. Осторожнее, ладно? Пап, это всего лишь ИГИЛ. Берегите ее. Смерть Америки. Нголу не то что вежливо отказался, а взял пинту односолодова и завалился на само мероприятие. Ладно, про виски я додумал, но все же француз остался там до самого конца, фотографировался с гостями, раздавал автографы и даже поздравил молодоженов. Интересно, он там лопал воздушные шарики об свидетельницу в стиле «ну, тамада неплохо». Конкурсы тоже интересные. И еще немного про умиление. По стопам Канте пошел защитник Реала Марсело. Бразильский брат Леонтьева приехал в школу своего сына, чтобы сделать корзинный челлендж вместе со всеми его одноклассниками. Ну не милаха ли? Смотрим. Еще Ипполит говорил, какая же гадость это ваша заливная серия А. На дно пробила Рома, арендовав Смолинга и Мхитаряна. Интересно, итальянские скауты рыскали словно бомжи по мусоркам и помойкам. Ну ладно, это я утрирую. I'm Chris Smalling and I'm Phil Jones. I'm Chris Smalling and I'm Phil Jones. I'm Chris Smalling and I'm Phil Jones. I'm Chris Smalling. I'm Chris Smalling and I'm Phil Jones. 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 Первый, конечно, совсем плох, но второй выдал отличный матч за Армению. 2 гола и 2 ассиста. Это если мерить очками фэнтези, плюс-минус дохуя. Ну и инсайдеры говорят, что даже Жервиньо в серии А выглядит как настоящий Неймар. Давно хотелось поговорить о Шотландии. Слушай, шотландцы молотобойцы, конечно, приличные. Историю про болельщика рейнджеров, который спросил у Брауна, как его сестра, когда та давно умерла от рака, считаю верхом омерзительности. Но все же один момент из главного Рубилова с Селтиком хотелось бы выделить. Во-первых, скоттиши, как и молотки, смотрят футбол, а не в смартфоны во время матча. И вот он, лютый лайфхак. Если у тебя нет розы любимого клуба, но есть сын в цветах команды, не стесняйся его использовать. Надеюсь, после матча он не выкинул его на стадион. Многие врачи говорят, что чемпионат России – это прекрасный способ побороть бессонницу. Наливаешь в глаза по 5 минут матча РПЛ перед сном и от скуки выключаешься, аки младенец.
Но сложно пройти мимо великолепного двойного сейфа Евгения Чернова. Интересно, сколько агентов, когда увидели этот момент в Твиттере, резко начали гуглить его фамилию на трансфер-маркете. Смотрим. Дико порадовали болелы Клинков после матча с Челси. Для вышедших из комы напомню, Шеффилд только в этом году поднялся в АПЛ из чемпионшипа, где Фрэнк Лэмпард тренировал Дерби Каунти, до назначения рулевым в Челси, соответственно. После дикого камбэка 2-2 с 2-0, на последних минутах они стали петь «You're just a shit Derby County, shit Derby County». Смотрим в полном растре. County, you're just a shit Derby County. Shit Derby County, you're just a shit Derby County. Shit Derby County, you're just a shit Derby County. По спортивным каналам всего мира крутилось видео с благотворительного матча, где на трибунах курил ребенок. После долгих розысков парнишки выяснилось, па-бам, что это 36-летний турок. Я серьезно, 36, блядь, летний турок. Я думаю, каждая девушка охотно бы узнала, каким кремом для лица он пользуется, но мизинца на третьем он бы сломался. Та и другая очень хорошая дурь. Но вот это просто ёбнуться можно. Как только ты вмажешься, ты сразу поймешь, за что были заплачены деньги. Не менее ебанутый случай произошел в послематчевом интервью Санчо. Джейден начал рассказывать, что посвящает свои голы бабушке. Она была его величайшей фанаткой, но, к сожалению, покинула этот мир. На что репортер продолжил: да, но что пошло не так во втором матче с Косово? Бля, я думаю, даже Бузова сможет взять интервью более умело, если не сорвется на пение, конечно. Я не могу, я сейчас расплачусь. Да кто-нибудь угостите уже пинту этого бедного пса. I feel like he could just say the whole thing. What do you want? Are you sure? Tell her what you want. Tell her. I heard this. He wants a beer. Интересно, а что если это Газаев до утреннего умывания? Один из интересных твитов этой недели про спорт. Чувак считает, что должна быть Олимпиада, где никто не заморачивается на тему допинга. Ну, допустим, зануды, пусть спортсмены ебашат любые стимуляторы, выясним, насколько высоко может прыгнуть человек. Де Брюйне оформляет гол с 3 ассистами за Бельгию, а через день Стерлинг повторяет этот же результат уже в первом тайме. Гвардиола явно чем-то подкармливает своих пацанов. Пишите в комментариях, как можно усовершенствовать футбол. Бинокли на глаза, играть пьяными, под водой, может быть, на льду?
Now, you saw in the clip these guys called the Russian Hammers, absolute legends, right? They support West Ham. They travelled from Moscow to Andorra. It took them 10 days. You know, they really put a lot of effort in to get there. They didn't even have tickets. Shout out to the Russian Hammers. They've travelled for 10 days on a coach from Russia. They slept rough on the streets for 2 nights, finally getting here, and they haven't even got tickets. I support West Ham about my childhood. Настало время возобновить выезда. Но не в Андорру и пока что даже не в Англию, к сожалению. Но на 6-й тур с Манчестер Юнайтед мы планируем выезд в Питер к нашим молотковским друзьям, которые открыли свое заведение. Подснимем поездку, возьмем интервью и, собственно, поглядим сам мячик. Кто хочет сгонять вместе с нами, пишите и подключайтесь. Ну, у кого не получится, встретимся уже здесь, на YouTube. Come on, you Irons!